Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня у нас 8 ноября. Уходит последнее тепло. Тепло это в кавычках, условно. Почему так говорю? Потому что сейчас температура 8-9 градусов еще держится днем, ночью чуть меньше. А на следующей неделе уже дневные температуры 1, 2, 3 градуса, там до 5. А ночные тоже 2-3 градуса мороза, так по прогнозу. Поэтому можно сказать, что это уже последние теплые дни. Ну, конечно, тепло может быть еще будет где-то отдельные такие теплые окна, но уже все-таки идет все к зиме. Ну, я сегодня хочу пройти, показать несколько семей, открыть состояние семей. Общая картина такая, что в этом году у меня семьи идут сильно ослабленные. В предыдущих видео я показывал, некоторые семьи пришлось даже пообъединять. Ну, слабые, конечно, слабые. Звонили мне многие пчеловоды и спрашивали, что делать в такой же, как и я, ситуации, что семьи сильно ослаблены. Ну, конечно, кому-то советовать легче, чем советовать самому себе, когда открываешь улей и там смотришь, что пчел мало. Перезимуют, не перезимуют. Такие переживания, это, наверное, каждый пчеловод переживает. Но вот что есть, то есть. Как уже есть, так есть. Будем надеяться на лучшее. Ну и так, посмотрим несколько семей. Температура у нас сегодня 9 градусов. Значит, зимовать у меня будут они с открытыми нижними литками. То есть нижний литок будет через такую решеточку, защита от мышей, ну, условно полностью открытый, а верхний литочек будет полностью закрытый. Так во всех ульях. То есть в этом году зимовка у меня будет такая. Раньше я оставлял открытую там на 1-2 пчелочки верхние литки, для того, чтобы они могли облетаться уже поздно, там крайние уже облеты. Вот. Ну, в этом году попробую закрыть. Я думаю, прекрасно они будут облетываться и через нижний литок. Ну и так посмотрим. Значит, в этом улье у меня маточка, которую я буду племенной, на племя держу. Это, значит, маточка Пешец. Это уже у нее будет 3-я зимовка. Ну, дай бог, нормально перезимуют. Сейчас посмотрим, что они тут. Значит, утепление я вот так вот отодвинул в сторону. В основном, где убрал, где отодвинул, потому что, ну, если чуть оставляешь утепление, то, конечно, они сверху тогда и в более таком. В основном, многие семьи еще с расплодом. Конечно, плохо, но что сделать? Пришлось там, где расплод, те рамочки обставить с двух сторон полномедными. Вот, и вот так вот оставить, потому что, ну, убрать практически невозможно, матка постоянно червит. Так, итак, ну вот они в таком активном состоянии. Так, ладно, закрываем, не будем долго держать. Ну, вот так вот. Там сколько рамок, не знаю, считать не будем. Ну, активный расплод. Так, смотрим здесь. Здесь тоже я утепление убрал. Вот немножко даже плесень. Значит, то же самое. Значит, влага, значит, там расплод. Скорее всего, тоже в активном. Ну, так не особо видно, но вот так. Сколько там улочек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8. Не знаю, как они еще в клуб соберутся. Может, чуть меньше будет. Ну, это еще более-менее. Здесь намного меньше, конечно. Так, здесь то же самое. Утепление убрал. Шумят. Ну, вот так вот. Вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 улочек. Вот так. Так. Смотрим здесь. Сильно шумят. Я тут проходил, возможно, их немножко потревожил. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 улочек. 1, 2, 3, 4, 5. На 6 рамках 7 улочек. Но все равно такие еще активные. Щелки. Так, ну, посмотрим здесь. Здесь у меня тоже маточка племенная, искусственного семенения. Маточка Склинар. Посмотрим, как они. Вот более важно, конечно, мне, чтобы эти перезимовали. Так, смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 улочках.
Ну, вот эти спокойные. Хотя, по-моему, расплод тут тоже у них немножко, может, там есть внизу еще. Спокойные, ладно, пусть собирается. Ну, вот здесь у меня маточка, я покупал искусственного семенения, и она отрутневела. Пришлось сделать замену. Жалко было полностью семью сформировать, но семья сильно просела. Не знаю даже сколько там их. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, 4 улочки. Вот так, 4 улочки. Очень слабая семейка. Ну, тут надо молить Бога, чтобы они перезимовали. Это вот то, что про свои я переживания. За те я не так еще переживаю, а эти, конечно, очень сильно. Ну, посмотреть, еще посмотрим. Ну, вот этот улей, кстати, тоже вот показать. Я верхний литок вот так вот пробку закрыл, пробкой просто. А здесь нижний литок вот так, как я показал. Открыто и решеточка, защита от мышей. И так в каждом улье. Так, посмотрим. Посмотрим здесь. Так, раз, два, три, 4. Тоже 4 улочки. Ну, в принципе, плотненько. Да, должны перезимовать. Ну, конечно, то, что я говорю, семьи слабые. Слабые. В этом году клещ поработал. Я упустил. Клеща я упустил. Ну, посмотрим еще на украинскую рамку. Там пару ульев. Так, а ну вот здесь. Что делается здесь? Тут я так вот утепление убрал. Ну, можно его... Оно приклеилось тут. Совсем убрать. О, сверху сидят. Вот то же самое. Расплод. Расплод выращивают. И в таком активном состоянии. Ладно, закрываем. Посмотрим там. Дальше. Вот здесь у меня 2 семьи зимует. И вот интересно, одна семья, сейчас покажу, как собрались. Вон. Их даже не видно. Тут раз, два, три, 4. На 5 рамках. Там внизу, в самом-самом низу. Пару пчелок выше немножко ходит. А то там все внизу. Вот здесь расплода скорее, что нету. Слабенькая семейка, но такое состояние. А эти вот сверху. Вот сверху. У этих расплод. Я уже и так у них убираю, чтобы их охладить. Чтобы охладить гнездо, чтобы они туда по чуть-чуть. Но все равно сверху. Тепло. Ну, морозы придавят. Я думаю, начнут собираться. Ну, посмотрим еще. Так, здесь. То же самое. Активные пчелки. Так, ладно, закрываем. Здесь вон сверху тоже сидят. Ну что, расплод. Здесь расплод. Так, не хочу я и поднимать. Расплод. Ладно. Ну, вот такое состояние семей на сегодняшний день. Конечно, еще раз говорю, в этом году слабее семьи, чем любой предыдущий год. Более слабые. Но, тем не менее, что есть, то есть. Вот показал для сравнения. Кто-то пусть сравнит, как у них. Напишите комментарии, у кого какие семьи идут в зимовку. У кого-то, может, есть опыт. Потому что мне задавали вопросы вот на 3 улочки, могут перезимовать или нет. Ну, я как бы под сомнением. Где у кого более теплый климат, возможно, перезимуют. Хорошо утеплить, возможно, перезимуют. У кого, конечно, зимы более суровые, ну, 3 улочки, наверное, не перезимуют. Вот. Так вот, у кого какой опыт зимовки, на минимум, сколько минимум улочек, в каком регионе, как пчелы зимуют. Вот. Напишите в комментариях. На этом все. Пока.